Всем доброго времени суток, Асакур с вами, и сегодня в мобильных хрониках хаоса я покажу вам, на что способен Моджа после обновления. Вступайте в мой телеграм-канал, и мы начинаем. Вслед за ребалансом Джу и Тей мы получаем нового Моджа. Тенденция выявляется такая, как будто и следующий новый герой будет в пути природы, так как по сравнению с другими фракциями, эльфы все еще действительно выглядят слабее, чем многие остальные. Тем не менее, Моджа третий персонаж в пути природы, который своей способностью влияет на героев внутри его особенности, но обо всем по порядку. Из практически неиграбельного персонажа шамана сделали крайне интересным магом, изменив ему все 4 способности. Гневный тотем на первый взгляд, по тому же урону изменили совсем малость, однако тот факт, что теперь Моджа выстреливает зарядами в двух ближайших соперников, позволяет пачке с ним гораздо эффективнее пробивать команды, в которых присутствуют 2 танка или 1 танк с бойцом. Тем более, если учитывать, что его первый артефакт раздает эффект на пробив защиты от магии. Также время применения ульты сократили с 6 секунд до 4, но за каждый заряд гнева духов она продлевается на 0,15, а эти заряды Моджа без проблем получает с помощью убийства от порчи и от второй способности духи целители. Если раньше ей он просто разово исцелял всю команду на фиксированное значение, то теперь шаман не просто лечит, а восстанавливает 5% от максимального здоровья союзников, только не больше 42 030 единиц. Усиленный почти в 2 раза хил, все с той же перезарядкой в 12,5 секунд. Это всего лишь приятное дополнение. Самое главное, теперь Моджа дарует 10% энергии союзнику или же 20% энергии эльфу, если те были полностью излечены данной способностью, а сам шаман получает за каждого такого союзника по одному заряду гнева духов. Кстати, данный источник энергии является бонусным, поэтому за него Сатори накладывает дополнительные метки. Однако в описании способности упущен один важный факт, что если любой персонаж сначала или в течение боя не потерял ни одной единицы здоровья и соответственно имеет full хп, то Моджа, применив духов целителей, все равно подарит ему дополнительные 10 или 20% энергии, если это эльф, даже несмотря на то, что фактически он его не исцелял. А сам шаман все так же получит заряд гнева духов. Это означает, что команда с Моджа всегда будет иметь преимущество по энергии, если сражается против вражеских пачек без массового урона. Также отмечу, что в таком сценарии после применения духов целителей сам шаман, если он почти или полностью здоров, сразу же получит 30% энергии, и это только один фактор из 3, почему он стал заряжаться гораздо быстрее любых других типичных магов. Еще один фактор падает на его третью способность проклятые кости, которая также была полностью обновлена, и теперь она позволяет Моджа бросать в случайного соперника череп, наносящий магический урон и оглушающий цель с той же перезарядкой в 21 секунду. Однако перезарядка данного умения моментально сбрасывается, и череп применяется в персонаже соперника, который начинает сжигать или красть энергию. Под эту категорию сразу же попадают такие персонажи, как Йорген, Фобос, Астарот, Небула, Тристан и Амира. Именно из-за этого сражаться, например, Йоргеном против Моджа теперь крайне сложно, так как на каждую базовую атаку оленя будет в ответку прилетать череп, который своим оглушением сильно затормозит его выход на ульту. А тонких сжигателей энергии по типу Небулы или Амиры шаман серьезно просаживает по здоровью и может даже убить всего лишь одним черепком, так как к таким героям применяется дополнительный урон с каждого заряда гнева духов, а часто впоследствии и порча. Таким образом, Моджа сейчас фактически является контргероем против вышеуказанных сжигателей и перекачивателей энергии. Если кто-то из них присутствует в команде против шамана, то вместо своих базовых атак он с анимацией в полсекунды без остановки будет способен раскидывать им черепки, приоритетно прерываясь на вторую способность и ульту. И наконец, самый большой интерес представляет его 4-я способность – порча. Если ранее Моджа в самом начале боя накладывал метку на случайного соперника, нанося ей каждые 2 секунды 60% полученного урона, то теперь порча наносит повреждения из расчета текущего процента хп самого Моджа, но не менее 20 и не более чем 80%. Причем каждые 2 секунды она вновь и вновь накладывается на героя, получившего больше всех урона за это время. Таким образом, проклятие может перемещаться с соперника на соперника, дополняя весь тот урон, который
который влетел в персонажа за эти секунды. В связи с этим Моджа стал великолепно сочетаться с теми персонажами, которые в секунду времени могут внести внушительный урон. Например, с Корвусом, так как его алтарь очень ярко показывает себя против некоторых героев с быстрым уроном, который оборачивается против них самих. Среди таких Лиен из-за гипнотического шара, Гелиос из-за сферы солнечного ветра, конечно же Ясмин с ее танцем смерти, и даже Киру под Дарианом специально против алтаря не спасает аура вампиризма, ведь после ее рикошетной тычки она моментально теряет свое хп и не успевает его восполнить, так как начинает замахиваться на ульт, но умирает из-за того, что ее быстрее накрывает порчей. Также Моджа теперь великолепно сочетается с Амирой. При моменте после взрыва золота, не успевшим скинуть его, наносится немалый урон, а сверху прилетает еще и дополнительный, который и добивает персонажа. Если даже и не добивает, то оставляет ему крохи хп. К тому же, порча великолепно сочетается с пламенным возмездием Гелиоса, добавляя к 80 тысячам урона еще 64 тысячи сверху, только лишь за то, что какой-либо физик решит критануть. Для справки, здоровье многих физиков колеблется в районе от 160 до 270 тысяч, а это означает, что при нанесении ими пару-тройку критов, большинство из них уже потеряют весь его запас, но это без учета параметра защиты от магии. С Моджа же их и так малый запас хп еще стремительнее будет падать к нулю. Получается, к устоявшейся связке Гелиоса и Амиры, увеличивающей шанс крита всем ловкачам, шаман просто идеально вписывается. Он еще быстрее будет ускорять процесс их уничтожения за счет быстрой раздачи эффекта с первого артефакта на пробив защиты от магии и дополнительного урона с порчи. Сейчас это тройное комбо способно справиться с любым фафнопаком, включая Артемис и Ясмин. Против Змеюки к данной связке добавляем нежить в лице Корвуса и Морриган, чтобы она сама себе разбивала лицо об алтарь, а если решит воскреситься с помощью своего Астарота, то пускай воскрешается, но уже в виде скелета, благодаря некромантии, нас это полностью устроит. То же самое касается и Киры. Если Морриган требуется в другом составе, то вместо нее можно поставить Безликого для контроля от Лютера. Против же Артемис тактика немного меняется. Мы используем уже Зири в качестве танка, так как ее ульта в течение 8 секунд провоцирует бить соперником именно ее. Применительно к Артемис, эта информация дает нам понимание, что при ее ульте все стрелы полетят именно в Зири, а не на всю команду, так как во время действия средоточие ненависти, наивысший приоритет для атак, отдается по Зири. Соответственно, мы обеспечиваем дополнительную безопасность для своих магов, в то время как первый смертоносный ливень Артемис чаще всего становится для нее последним, ведь достаточно всего лишь 3 кританувших стрел из такого количества, чтобы шкала хп лучницы подошла к концу. А если на ней остается щит Фафнира, то он через 2 секунды полностью теряет свой запас прочности из-за дополнительного урона от порчи. Против остальных физиков и тем более под Джета Себастьяном сражаться, используя такую комбинацию, стало еще легче. Это самый яркий пример использования Моджа с точки зрения его 4-й способности. Технически, шаман к тому же сочетается с темной звездой или же Джу, но адекватного универсального применения с ними я пока что не нашел. Возможно, новый герой в пути природы исправит данную ситуацию. Однако, сейчас переработанная порча Моджа хранит в себе одну тайну, и она состоит в том, что каждые 2 секунды Моджа получает 10% энергии за срабатывание метки, как будто за использование активного умения. А технически, данная способность является пассивной, то есть действует всегда и не требует активации анимации для ее использования, в то время как шаман почему-то получает за это энергию. Поэтому он стал гораздо быстрее заряжаться по сравнению с обычными героями. Кстати, по этой причине его очень сильно стало контрить Айрис, так как за 10 секунд метка задействуется уже 5 раз, и Моджа начнет сильно страдать от ее внутреннего огня. По идее, от этого можно защититься, поставив того же Корвуса к себе в команду. Есть и еще одна неприятная сторона медали порчи, и она состоит в том, что ее эффективность на Гидре изменилась не в сторону игроков. Ранее можно было выкачать Моджу в фиолетовый ранг и поставить в первую пачку совместно с Джу. Таким образом, сам шаман не наносил урона от слова совсем, но его метка каждые 2 секунды наносила Гидре 60% магического урона от всех полученных повреждений ею за это время. То есть старый Моджи выступал в качестве номинального посредника повреждений, от которого практически ничего не требовалось, кроме как раздачи метки, чтобы Джу настреливал со своих процентных бумерангов, в котором и добавлялся существенный дополнительный урон от порчи. Тем самым максимальная прокачка Моджи вообще не требовалась, чтобы он вносил свое влияние, так как процент урона порчи в этой способности зависел не от его характеристик, а сейчас наоборот, урон стал зависеть
зависеть от текущего процента ХП моджа, не менее 20 и не более чем 80%. Если же моджа погибает, то метка продолжит наносить урон, но уже с ограничением в размере 20% от полученного целью урона. Это далеко не те 60%, какие были раньше даже после его смерти. Кратко сравним все пачки с моего прошлого видео про легендарную гидру и посмотрим результаты с такими же составами с моджа в данный момент. Сейчас ситуация с ним на гидре выглядит так. Урон на голове ветра возрос на 9 миллионов, на голове огня уменьшился на 11 миллионов, только стоит учитывать, что Тея тоже ребаланснули. В сражении с головой тьмы результат также упал на 5 миллионов. На голове воды новые моджа и Тея показали практически идентичные результаты с разницей в 1 миллион в сторону новых реворков. Против головы земли урон возрос на 5 миллионов. Самый катастрофичный результат новый моджа показал в той же пачке против света. Разница там составила уже 30 миллионов. Возможно, стоит реконструировать эту пачку, но в контексте таких же команд мы наблюдаем такие результаты. Главнейший вывод из всех этих данных очевиден. Разработчики меняют самого метового героя на гидре так, что на фиолетовом ранге он не то чтобы практически перестает работать, но в итоге все равно сильно теряет свою эффективность. В то время как на максимальной прокачке моджа показывает цифры в целом меньше, чем раньше. Если коротко, то мы видим, что в повседневной жизни шаман стал очень разносторонним и эффективным, в то время как на гидре наоборот, его результативность явно спала. Он точно найдет свое применение и в дальнейшем, затеснив самого популярного магического пробивника Ориона. По крайней мере потому, что шаман способен не только наносить существенный урон, но и всячески мешать сжигателям энергии по типу Йоргена и Фобоса, а также немного лечить свою команду, даруя им драгоценную энергию. Его ульта с течением боя становится все мощнее и мощнее, что, конечно же, в затяжных сражениях играет на руку команде с моджа. Фактически, он стал таким магом, с которым теперь стоит считаться. Все изображения с данного видео в оригинальном качестве доступны в моем телеграм-канале. Подписывайтесь на него, вам не сложно, а мне приятно. Всем спасибо за просмотр. Скоро еще увидимся.